Приветствую всех на канале Климчук ТВ. Продолжаем наш сериал в рубрике «Снятое в небе». Начнем обсуждение событий. Что там снимают люди на свои камеры, а также чем занимаются люди. Каждый из этих людей является уникальной личностью. Некоторые люди собирают толпу людей, чтобы вызвать НЛО-шары в небе с великим утверждением: сейчас здесь будут НЛО. Alle sollten sich über neues Wissen freuen. Das stimmt. Wow. Danke. Есть другие люди, которые не только в небо смотрят, но и смотрят на землю. Кто-то ездит на поля, где образовалась геометрия, чтобы посмотреть на структуру колосков. А также, чтобы прекрасно провести время среди единомышленников. Можно посидеть, взять с собой термос, помедитировать, поулыбаться, пофантазировать, и все будет прекрасно. You do? I do. Yeah, I don't well, know which kind we of. go down a there lot are- of rabbit holes. Yeah. There are different kinds of eating. Люди, которые долго подписаны на мой канал, все больше и больше присылают мне разного рода видео. Каждый из этих людей стал все больше и больше смотреть в небо, а соответственно, все больше и больше снимают видео. На видео попадаются практически одни и те же объекты. Есть люди, которые хотят поделиться опытом контакта, но таких вот людей все чаще и чаще, по моему анализу, не хотят слушать и не хотят в целом воспринимать. Вот Марина прислала мне видео, где она использует опыт CE5, функция благодарность. Благодарность – это великая сила. Она ведет людей в места силы и раскрывает широкие возможности, где связь с самим собой становится еще крепче. И все дело здесь не в НЛО, а дело в нас. Представьте, вот вам Нью-Джерси, вторжение дронов. Одна сторона людей пытается стрелять в эти дроны, а вторая сторона людей пытается связаться с этими дронами. Марина тому пример. Любимая Галактическая Федерация Света, благодарю. 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 О, спасибо! Спасибо, друзья! Я люблю вас всем сердцем, благодарю вас за вашу обратную связь. Это порадует всех нас, всех, кто в наших группах. Друзья, мы любим вас. Мы любим вас всей душой. Спасибо вам за ваше учение. Будьте с нами, прошу вас, будьте с нами в нашем пути. Не оставляйте нас. Не оставляйте нас, друзья. О, спасибо! Спасибо за ваш свет! Спасибо, друзья! Вау! Спасибо! 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 Прошу вас, будьте с нами в нашем пути. Не оставляйте нас. Не оставляйте нас, друзья. О, спасибо! Спасибо за ваш свет! Спасибо, друзья! Вау! Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Нашего старого товарища с Грузии в стороне мы не оставим. Он вокруг по периметру понаставлял видеокамеры и долгое время фиксирует объекты. В общем, обо всем этом и не только мы будем говорить. Конечно, в связке с прошлыми сериями. В лесу, на горе. Там невозможно машина, чтобы заехала. В лесу, на горе. Очень странные дела. Как вы понимаете, тем для разговора очень много. Касаемо рубрики «Снято в небе», есть много нюансов, которые люди совсем не понимают. «Снято в небе» в первую очередь должно было стать вспомогательным ресурсом, чтобы натренировать причинно-следственную связь между сигналом и изменением на точке сигнала. Начало этому было еще тогда, когда многие видео с моего канала были удалены. Я сделал выводы, что люди не хотят пользоваться ресурсом. У кого-то нету времени, кто-то думает, что я кому-то что-то должен доказать или кому-то что-то обязан доказывать. Кто-то смотрит на прожектор, заснятый в небе, который я показываю, и думает, что я заявляю о пришельцах. Я каждый раз удивляюсь и понимаю, нужно менять подход. Поэтому не удивляйтесь, если рубрика будет трансформирована на вид, как в фантастических научных идиотизмах в стиле алхимии смыслов. Я оставался другом для многих из вас. Это очень важно понять. И в последующем времени не удивляйтесь, если ваша реакция в мою сторону будет меняться. Это такое себе немного разговорное видео. Хочется иногда поговорить. В прошлом выпуске в рубрике «Снято в небе» я показал, что люди снимают в небе. В конце выпуска было интересное видео с летающим облаком в Мексике. Я, конечно, не из тех, кто должен кому-то что-то доказывать, это я уже сейчас повторяюсь. Но было много комментариев, где было от Фени написано, что это был просто летающий пакет. Я знаю, что вы пишете это специально, у вас задача такая по жизни. Отчасти мне должно быть все равно, что там люди пишут. Я просто делаю, что хочу, и сегодня я хочу поговорить о летающем пакете. Хочешь увидеть самое красивое из всего, что я снял? И этот пакет, он как будто танцевал со мной. В тот день я осознал, что существует другая жизнь, независимо от нас. И удивительная великая сила, которая как бы дала мне понять, что не стоит бояться. Никогда. На видео самый легкий в мире твердый материал. Этот материал использует компания НАСА для своих космических проектов. Несколько раз в год мы можем встречать подобное видео. Часто было в Китае. И да, это не пена. И не какие-то там пакеты с магазина. И даже не пришельцы. Имя этому объекту – аэрогель. Хочу показать вам немного поближе, очень много пакетов. Вам это понравится. С помощью некоторых научных действий с этой штукой можно сделать огромные чудеса, вплоть до самых четких изображений в небе. Изображений, не путать это с НЛО. Но, если немножечко приоткрыть завесу, НЛО здесь также играют такую же роль. Таким же способом можно создать медузу, которая будет, как спецагент, пролетать мимо и кошмарить лица смотрящих.
Применений очень много. Нужно лишь взять листок и описать все возможные направления. Но это другая история. Замысел данного короткого сюжета — не раскрывать тайны, какие-то там тайны космических компаний. Здесь другая история. Немножечко раскрыть глаза. Если ты смотришь рубрику «Снято в небе», смотри и анализируй то, что ты видишь. Если для тебя лично кажется, что ты видишь пакет, это не наши проблемы. С другой стороны, тебе прямо говорят, рубрика снята в небе. А это значит, что летающие пакеты должны здесь быть. Даже обычная птица, показанная на видео, может нести огромный смысл. Или, возможно, какая-то длинная пауза и прочие моменты. Все это несет огромный смысл. Конечный замысел, куда можно применить наногель, это формирование такого понятия, как «мир в бутылке» или «земля в бутылке». Что это за понятие? Захотите – узнаете. Но проекты для полного контроля неба уже давно существуют. О ковровых формированиях облаков вы уже слышали, а это только начало. О возможностях графена, лазеров, я думаю, не нужно говорить. А что будет в комбинации, будет красиво. Я дам вам подсказку. Подсказка гласит: эта идея несет в себе характер решения относительно изменения климата и того, как оно влияет на наше повседневное поведение. Сейчас у хороших людей образовался такой вопрос, и он часто образовывается. Да не обращай ты внимания на эти комментарии. Даю ответ. Комментарии показывают, какая тема человеку интересна. В данном случае я использую зеркальное отражение. Я буквально выворачиваю человеческое восприятие, которое было написано, и показываю его в лоб. А тем самым другая часть людей анализирует все эти ситуации и видит, как что происходит, и задается вопросом: а что если? Я вижу по комментариям, что пакет заинтересовал людей больше, чем объекты, которые размножаются. Я делаю выводы, а когда я делаю выводы, это очень серьезно. В следующих выпусках, сериях, мы обсудим все то, что я рассказал в начале, а также добавим новые интересные кадры и также их обсудим. Я специально сделал это видео, чтобы подраконить спящую аудиторию. Это очень важно. Буду я говорить о фантастических историях настолько часто, насколько смогу.